Нужно серьезно воспринимать репортера, потому что я же серьезными вопросами. Секрет, ликвид. Ой. Что у вас вчера не пошло? Мы реально напикали какую-то чушь, что идеи разделились в команде. Нави в финале. Рома, как нам стать такими же сильными? Мы станем, Ян. Вы станете одна. Ну давай, ты шаришь. Что ожидать нам нужно от ПСЖ? У них любые турниры домашние, это они типа так, приедем там поиграть, что получится. Ликвид прям какие-то вообще дикие. Как им так это удается? Ладно, все, мило. Спасибо, что поднимаешь за нас щит. Яна, не нервничай, все будет хорошо. Мы в финале, просто эмоции зашкаливают. Спасибо всем за поддержку в зале, это очень мотивировало, помогало. Спасибо. Всем привет! Мы по-прежнему на Мегафон Winter Clash. Мы в тройке финалистов, и сегодня нам предстоит сыграть матч за выход в финал. Нам выделили самокаты, потому что эта площадка очень большая, и чтобы даже дойти, например, до туалета, нужно идти минуты 2 идти. Поэтому на самокате быстренько так... LGD или к Secret? Мы готовились к LGD и Secret. Все. Андрюха кадр пикает против себя самого. Кто победит? Андрей слева или Андрей справа? Сейчас мы узнаем. С кем хотели играть больше? Мы? Вы. Сразу со всеми. Подожди, нужно серьезно воспринимать репортера, потому что я же серьезными вопросами. Секрет, ликвид. Ой. Секрет, наверное, после групповой стадии было бы чуть-чуть проще в том плане, что мы уже знаем, как против них играть, но готовились к ЛГД, потому что ожидали то, что они выиграют. Так, у нас сегодня почти со всеми на этом турнире поиграем, получается. А ЛГД сильнее Секрет? Ну, конечно, они только что обыграли. Сильнее. В моем понимании, то есть они послабее ликвидов, но они сильнее. То есть они обыграли ВП, обыграли сейчас Секретов, но хотя мы видели то, что могло все закончиться и в пользу Секрет. В общем, будет сложно, но опять же опыт, шансы есть, зависит от того, насколько хорошо получится задрафтить и выложиться уже в игре. Что у вас вчера не пошло? Но во второй игре мы реально камбэчили как могли, просто не доиграли. Вот банально. Это бывает. А третья, там, аутдрафт, мы реально напикали какую-то чушь, потому что идеи разделились в команде, там кто-то хотел одно сделать, кто-то другое, типа мы не собрались, и вот просто по драфту очень было сложно играть. Потом они расставили линии очень классно. Терраблейд пришел в мид, было сложно переставить линии, из-за этого Терраблейд фрифармил, набрал массу, и там ОД просто огромным оказался. Но мы готовили драфты против LGD, готовили драфты против Secret. Смотри, какой классный. Даже у меня такого нет. Да я. Ну вот кто все же? LGD или Нави сейчас? Вот будет играть Best of 3. Спрашиваешь, кто выиграет? Конечно. Или за кого я болею? За кого? Кто выиграет? За Нави, конечно. А кто выиграет? Нави. Нави в финале. Ну что, выбираем своих типичных героев. Акс, Брюмастер. Кто там у нас еще? Брюмастер не. Блин. Но Феникса можно взять. Да, Феникса берем. А банить кого? Ой. Против кого мы играем? Против LGD? И его баним. У нас и был план, и он остается, и мы намерены его придерживаться. Замечательно, здорово. Секрет плотные? На самом деле нет. На этом турнире у них стендин и обзор, я бы сказал, очень большую роль отыгрывают в их команде. Но у них очень сильные кор-игроки. У них мидван, ниша, и они вот просто вытаскивают какие-то нереальные игры. Просто за счет того, что переигрывают. Рома, как нам стать такими же сильными? Мы станем, Ян. Вы станете, она. И вы станете. Нам нужно время. Всем нам. Да.
После победы над ПСЖ будешь у наших ребят брать интервью? Вообще очень неплохо было бы, если честно. Ну давай, расскажи, ты же 5К игрок. Да? 5К? А сейчас уже нет. Ну давай, ты шаришь. Что ожидать нам нужно от ПСЖ? ПСЖ очень сильная команда. Они были топ-2. Вообще, по идее, вот не в обиду OG и не хочу обидеть фанатов их и так далее. Этот International этот год был за LGD. Они должны были выиграть. Игра FI, она просто, не знаю, очень крутая. Лично ты видишь потенциал у Нави? Конечно. Они уже, по-моему, неоднократно это доказали. То есть в финале Минора играли, сейчас вот выиграли Virtus.pro на лане с Секретами, очень уверенно играли. Virtus.pro, расскажи, они просто, наверное, подустали? Подустали, мне кажется, несерьезно подошли к этому турниру. У них любые турниры домашние, это они типа так, приедем там поиграть, что получится. И не получается что-то здесь играть. Самый большой плюс команды Нави — это их потенциал. То есть им главное не растерять этой хватки, потому что то, как они выступили против Virtus.pro в групповом этапе, и притом это как раз тот случай, когда можно сказать, что не Virtus.pro прям плохо играли или не хотели выиграть, а именно Нави сделали все круто. И, наверное, если у ребят пойдет, они все, что запланировали, исполнят, я думаю, что они вполне могут, серьезно. Liquid прям какие-то вообще дикие. Как им так это удается? У них был огромный перерыв, во-первых. Они отдохнули все сейчас с новыми силами, пришли, серьезно подготовились к этому турниру, серьезно настроены. И мне кажется, они будут играть либо с вами, либо с LGD. Ладно, все, мило. Спасибо, что поднимаешь за нас щит. Takes me out of my mind, drops me straight in the bottle. Every time we takes me out of my mind, drops me straight in the bottle. Давайте момент истины. Мои мальчики. Все будет хорошо. Очень классно вышли, ребята. Я думаю, что так же они и сыграют, как вышли. Господа ведущие, а ну-ка, что ждете от матча? Я жду, что ребята смогут. Просто смогут. Какие ребята? Ты знаешь, есть ребята, сейчас хэштег толерантность, хэштег максимальная толерантность, которых мы бесконечно уважаем. А есть ребята, которых мы любим, надеемся и верим. Но если первых мы уважаем за результат, то вторых мы любим вопреки. Сердечком. Вопреки — это в сердце, да. Это наш крест, нам его нести, поэтому мы верим, надеемся. И ждем, да, просто ждем. Нам остается только ждать. Я, как автор канала, который регулярно называют каналом про Нави, я ничего не могу вообще возразить Степану. Любим сердечком обе эти команды наши. Бол закатился, будет вистанчик, пошел панч, очень много контроля, надо уходить отсюда. А его отрезали шардами, приходится тратить блин. Сифон пошел, Magical на развороте, отличный ультимейт, минус антимаг. Даблкил от Magical, это очень неплохо для Нави, можно продолжать погоню на развороте. Контроль, подкрался Близи, начинают расстреливать, хороший бодиблок, это трипл-килл от Кристаллайза, минус 5 суммарных, по-моему, от Нави. Ульт Банши, на самом деле, быть объективным, не тот ульт, который супер важно затаймить. Банша — это тот ульт, с которым они сами на тебя идут. То есть, так или иначе, если они идут, то значит этот ульт есть. И ты его видишь, потому что он зажигается для того, чтобы снести вышку. Но с антимагом есть другой момент. Ты его за счет Никса реально можешь где-то подловить. С Никсом ОД, 2 героя, его убивают. Стенка. Да, там уже есть вакуум по двоим, не успел нажать БКБ, его пытаются зафокусить, антимаг нажимает БКБ, уронил Эбиссел, начинает сражаться с Кристаллайзом, пробить его не может, Ави сейчас будет отступать отсюда, он Аегис забрал и упрыгивает подальше. Слушай, дерется дальше, Мэйби там разлом великолепный, Мэйби, нет, с ним свапается здоровьем Кристаллайз, пытается его забрать, нет, прожимается сыр на Death Profit, но потрясающий подкоп был от Лизи!
У врага таких айтемов нету, которые в ближайшее время их как-то забустят. Неприятное появление БКБ у ДПшки. На самом деле у нас есть проблема в пике, то что у нас у самих против БКБ адекватно Тероблейд как бы только бьет. Мы мид задефали, разменялись вышками. У челов Титан без байбека, это еще важный килл будет, если убить. И Хекс приближается. Подкоп отличный, отблизил, он прячется. Чуб катился, есть панч, пошла бороздами. Нужно отпрыгнуть отсюда, Ами упрыгивает подальше. Но Кристаллайз расстреливает в сторону. Да. Это, возможно, будут мега-крипы. Да, Антимаг запрыгивает прямо сейчас в драку и оказывается отрезан от всех и от врагов, и от своих. Тут же Близи на передовой копает. Деспрофит позволяет своей команде атаки. Эфай слишком далеко оказался, и тут же Саник Эклипс. До свидания, говорит Magical. Good game. Well played. Нави. Нави берут собирают первую карту. Я уже в середине подумала уже, ну все. Ну, было немножко ВВ, потому что Антимаг набирал, а у меня ВВ вообще не перестали. Мне 20-й очень важен, мы держимся нон-стоп. Антимаг, смотрю, уже 23-й, я 18-й. Тогда немного напрягаться. Аж вы молодцы, но желаю вторую также. Надо дожать. У него остается ракетка, он не попадает станом, он получает лазер, он далеко отсюда не уйдет, он получает колдаун, его спрятали в астрал. Подтягивается Виверна, ее можно зафоксить, их снова просто рассыпается в секунду. Появится сейчас Кристаллайз с баррейджем, погибает ОД, трипл килл уже, переключается на Эфай, неужто его замучит ультра килл от Кристаллайза? Он нагло стоит, расстреливает в одиночку, Т3 не могут подойти, за спиной куча сейва. 1/4 столба отлетела. Они просто стоят и смотрят, как у них горит база. Вот я спрашивал, как подтягивается их снова, поставил ультимейт. А кто? Виз? Виз не пробьет гирокоптера. Кристаллайз нажимает БКБ и просто готов сделать мега крипов прямо сейчас. Расстреливает барак. Good game. Well played. Нави в финале. Ребята, 2-0 против LCD. Мы в финале. Просто эмоции зашкаливают. Нави! Люди сходят с ума. Люди просто сходят с ума. Никто, видимо, не ожидал такого результата. Просто красавчики, пацаны. Просто молодцы. Очень. А как? Фирмен. Как? Почему? Что за Тинкер? Откуда он взялся? Ты говорил, что он слабый. Ну, в смысле, Бисмастер дает птичку, Вижен, ракеточки. Я вижу, что нет ни одного героя, который может до меня добраться. То есть там какой-то ОД, и они все ОД, Леон, Виверна, никто не может добраться. Я так на дистанции, ракетка, лазерочек, пил-пил-пил, все. Что вы готовите на финал? Давай не надо 2 по 20. Давай такая это уже не под моим контролем. Ну, равная борьба, знаешь, 1-1 там, а потом уже... Эпичный финал, 5 карт и максимум. Ну, Ром, ой, там дядя врезался в стену. Для нас Liquid уже на протяжении 3 где-то лет это такой камень преткновения, и вот любую команду можем обыграть, но не Liquid. Нельзя было Куроки отдавать. Ну да, была бы я тогда в 2012-м, конечно, я бы не отдала Куроки. Ну что ж, я вам желаю удачи. Вот. Вам тоже. И хорошей игры. Роман! Ульт Бисмастеров, 2 героев без отбрасывает очень далеко. Связка на Миракл, Миракл с ДД продолжает напаливать. Миракл по Мэджиклу, Мэджикл находит настоящего, прячет его Мэджикл живет, Фантомка прыгает, забирает Веспа, это уже -2. Размен очень неплохой, выбивают Аегис. Здесь уже было слишком поздно, да и у Лансера был Аегис, и просто Ликвид идут в трон, да, почему бы и нет. Или в Близе сначала, или все-таки в трон, Кримсон.
Crimson немножко спасает здесь вышки, но, как мы знаем, нынче вышки довольно-таки ватные, поэтому все равно очень быстро все падает. Байбеков-то нет, ультимейтов тоже нет. Нави борются до конца, борются, но как тут бороться-то, как тут бороться? Близи идет в таверну, Близи выкупается. Magical вообще ничего не успевает сделать, 52 секунды. Следующий Crystallize. И мы ждем две заветные буквы. Хороший ультимейт, Soulbind, но good game. Good game на первой карте. Liquid оказывается сильнее. Miracle идет за рампашкой и забирает ее. Конечно, ребята, проиграли мы на первой карте, но я не могу сказать, что это была игра в одни ворота. В любом случае, сейчас будем играть вторую. Надеюсь, нам больше повезет. Every floor, everywhere I look, I fall. Climbing up the walls, I'm climbing up the walls. What goes on behind these doors? I'll keep mine and you keep yours. We all have our secrets, we all have our secrets. Все под скан, Кура все спалил, закидываются шарды, Мипа ковыряет Рошана, Кура забирают. Но Рошан падает, и Хускар летит на Чуваша, Чуваш погибает, Хускар под дабл дэмэдж. Хускар агрит неплохо зарубили, но Виловис просто шикарный. Magical нажимает БКБ, нужно бы срубить Шар. Шар не отпускает никого, Шар душит всю команду Нави. Санейка погибает, остается здесь Манки Кинг под Кримсоном, но что же он может сделать против Мипаря? Ничего. Сейчас игра закончится вообще. Пошел врыв под фонтан, сноубол хороший, но куда? Все сюда же. Magical погибает, Чуваш погибает. Есть байбек? Нет. ГГ пишет Санейка. И Guardian Angel под фонтан. Team Liquid становятся чемпионами Мегафон Winter Clash. Женя, твои впечатления от этого турнира? Ну, турнир крутой, сам лан, много людей, хорошее представление, мне понравился. Доволен ли ты вашим результатом? Конечно, даже то, что мы проиграли в гранд-финале, но зато мы попали сюда, мы показали хороший результат. И я лично доволен тем, что мы хорошо играли, в принципе. Вторая игра против Liquid, она была равная, мы могли выиграть, но немного не дожали. В принципе, я доволен. Спасибо всем за поддержку в зале, это очень мотивировало и помогало. Спасибо. Обидно, скажете вы, а я скажу достойно. На Мегафон Winter Clash мы занимаем второе место, и для нас это действительно хороший результат. Поиграть в финале – это круто. Спасибо вам, что смотрели наши влоги, спасибо, что болели за команду, и большую вам любовь я посылаю.